Всем привет, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на канале Мари Арт Живопись маслом. Меня зовут Марина Бердник. И сегодня мы с вами напишем, на первый взгляд, такого довольно-таки сложного, но на самом деле очень простой сюжет. Попугай Ара, красный Ара. Холстик у меня небольшой, 18 на 24, тонированный опять-таки темперой. Такой красно-коричневой тонким-тонким слоем. В общем, покажу вам, как написать такого классного попугая. Можете холстик брать побольше. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы начинаем. Как всегда, разбавитель White Spirit, кисть щетинка. Белилки, немножко красненького, таким цветом, чтобы видно было на темном фоне. Да? Наметила, разделила приблизительно пополам. Ставлю засечки, где вот у меня будет головушка, верх головки, да? Попугая в край, куда он уходить будет. Такие вот засечки. Да? Обращайте внимание, сколько примерно вот в этих разделенных наших прямоугольничках, да, сколько они частей занимают, то есть где они к какому краю ближе, либо по центру, то есть, ну, так вот образно. Намечаю клювик. Здесь будет такая вот перегородочка как бы. И вот область, где глазик у нас, да, такое светлое пятно, я буду его капелькой называть, да, потому что он как капелька перевернутая. И собственно, сам клюв такой вот большой у него. Под клювом там теневая. Нижняя часть тоже, да, небольшой там клювик. Но его особо не видно, и темная часть. И также намечу себе, чтобы понимать, где у меня вот перышки. Здесь вот они, посмотрите, они пойдут у нас вот так вот приблизительно. Дальше здесь вот в эту сторону на груди наклон будет. И здесь так вот уже. Беру белилки. Коричневый, немножко красненького. Таким вот как бы кремовым оттенком заполняю фон. Где-то добавляю побольше коричневого. Фон такой будет у нас нежненький, в нюдовых таких оттенках. Вот коричневинкой таких пятнышек поставила. Добавляю вот еще красного, коричневого, такой более потемнее цвет. Туда же неаполитанскую желтую можно, чтобы такой вот цвет беж получился. Красненького чуть-чуть. Фиолетово-розовый хинокридон с голубой ФЦ на белилах, естественно. Фиолетовых пятнышек поставим в фон. Если надо посветлее, прям вот беру белилки и наношу. И там вот он уже смешивается на холсте непосредственно, становится уже светлее. Зеленоватый оттеночек неаполитанка с голубой ФЦ. Вот тут внизу такое вот что-то типа зеленоватое. Но не яркий зеленый, а такой вот приглушенный, разбеленный. И дальше беру уже совсем светленький коричневый, вот заполняю остаточки холста. Где-то прям можно белый взять. Кисть не чистая у нас, поэтому идеально прям белесый белый он не будет. То есть он будет такой подпачканный. И затем мы кисть протираем и сухой кисточкой вот так вот размашистыми движениями, как бы в разных направлениях мы как бы объединяем эти оттеночки, что-то типа плавных переходов получается. Крестообразными движениями, либо как-то по диагональке. Ну, то есть вокруг попугая такая вот огибающая, да, получаются. Они вот эти вот мазочки огибают попугая. Более темных мазочков наношу, где-то вот вписываю уже в этот светлый, где-то потемнее пятнышки, то есть добавляю где-то чистый коричневый.
где-то фиолетовый, да, этот хинокридон с голубой ФЦ поярче. И опять-таки их тоже так вот смягчаю. То есть где хочется таких вот пятнышек поярче сделать, там и добавляем. Белилки, опять-таки коричневый и неаполитанка. Таким цветом закрываю клювик. Около края будет посветлее, там побольше белилок. И довольно-таки пастозненько, мазочками такими вот, не особо размашистыми, коротенькими я закрываю. Кончик клюва у нас будет через индиго. Индиго и постепенно поднимаемся вверх. То есть такая вот серенький, да, видите, получается, с белилками смешивается, как бы плавный переход тоже. Коричневых пятен добавляю, красно-коричневых, вот красный с коричневым на белилах, да. Вот видите, коротенькими мазочками просто так вот поставила. Коричневый у нас красочка полупрозрачная, поэтому ее можно брать довольно-таки пастозно, чтобы у нас вот теневая оставалась. Кисть протерла, низ закрываю индиго. То, что у нас темное, я наношу не так пастозно, чем освещенные места, да, то есть там у меня на разбавителе тонкий слой. Внизу вот здесь вот имеется по клюву там вот какой-то светлый оттенок, что-то можно неаполитанское, красненького, глазик черненький такой. Глазки, смотрите, у них небольшие, то есть кружочек этот сильно большой не делаем. Красно-коричневым заполняю там, где у нас будут перышки. То есть, смотрите, мазочки наношу по направлению, как мы, да, себе подсказочку сделали, прочертили. Куда, пока тоненьким слоем, не особо пастозным, заполняю пока как бы основу под перья, вот так вот даже скажем. Красно-коричневым, пока не сильно ярким, где-то, где самые темные участки, даже индиго добавляем. Ближе к клюву перышки коротенькие, то есть туда дальше уже у нас перышки по более длинненькие будут. И вот так вот закрываю. Сверху на голове, видели, да, я даже в красно-коричневый охры добавила. Индиго с коричневым вот на груди, вот здесь теневые участки. Не забываем про направление, как мы себе подсказку делали, намечали. Где-то даже чистым индиго можно вот здесь вот от головы и уже, ну, я так думаю, там уж крыло начинается. Картинка такая не особо видна. Ну, скорее всего, вот этот перепад от шеи к крылу, там вот эта теневая. Нанесла индиго, а потом между ними закрываю холст, вписываю красные оттенки. Захожу смело на индиго, да, на черный цвет, то есть как бы ничего страшного в этом нет, пускай они смешиваются, это классные такие переходы получаются. Добавила на стык красного, и вот где светлое пятнышко будет, да, это капелька под глазом. Там оранжевого добавила. Таким вот цветом бежевый намешала, там можно и охру, и коричневую в разбеле, и неаполитанки туда. Такой вот цвет. Коротенькими мазочками разнообразными. Там направления особого нет, можно в разных направлениях двигаться. Внизу эту капельку оттенила коричневым. У попугаев еще такие есть характерные около глаз. Вот у человека, если, да, там сверху снизу века, то у этих по всему кругу такие вот складочки. Вот темно-коричневым я такими мазочками поставила. Немножко вот белил, капельку высветляю. Видите, короткими мазочками разнообразными.
кое-где добавляю еще коричневых, чтобы такое было интересное. Подрезаю чуть-чуть клюв, чтобы не сильно огромный, не как у орла, да, был. Белилок добавляю. Там, где перышки, вот видите, резкими движениями вот так вот выкидываю, получается как будто маленькие перышки. Также здесь немножко таких движений. Оранжевых. Коричневых сверху потемнее. Небольшой полублечок в глазке и капельку белила блечок сделала. Подправляю глазик индиго, чтобы он был кругленький, а не овальный. Сюда немножко оранжевых пятнышек вот добавляю. Охра с неаполитанской желтой. Вот здесь вот по верху головы сделаем такие вот светлые перышки. Видите, не особо длинные мазочки. Сейчас фон белесый подмешивается, как бы не особо ярко, но потом чуть попозже мы вернемся и проработаем повторно. Следите за вот этой вот капелькой под глазом, чтобы она вот капелькой была. Если она пропадает, вдруг какими-то оттенками перекрывается, возвращайте ее. Беру красный цвет и вот делаю такие вот краешек, да, перышки такие вот выходящие на фон. Неаполитанки добавила в клювик, в эту капельку светлую под глазом. Беру красненький, начинаю прорисовывать уже более пастозно перышки. То есть не перекрывайте полностью этот подмалевок, да, этот красно-коричневый он должен остаться для того, чтобы нам показывать вот этот объем перышек, что у нас там их много. Выкидываю на фон перышки, вот эти вот такую растрепыша, да, такого делаем, то есть в разных направлениях. Оранжевых также добавляю, теневых, если не хватает, добавляю. И чередую оранжевый с красным смесь. Получается такой вот ярко-красный. Ну, то есть красный преобладает, да, как бы добавляем в него оранжевый, и красный становится ярче. То есть так можно вот сделать поярче красненький, если недостаточно яркий. Смешав его с оранжевым. Вот около клюва, видите, я показала перышки коротенькие, опять такими же резкими мазочками по краю. Очень-очень так вот пастозно я оставляю мазочки, то есть не втираю их там. И смело, то есть я не вырисовываю какое-то определенное, да, перо. Как оно есть на самом деле. Просто вот такие вот довольно-таки крупненькие мазочки. И тоже кисть где-то ставлю плоско, да, где-то бочком, допустим, вот как здесь, да, такие вот более узенькие, коротенькие перышки получаются. И чередую, то есть, чтобы вот возвращаю, видите, теневую, если закрыла. Не ровным каким-то таким вот мазочком, а теневую делаю как бы дрожащей такой рукой, как будто кардиограммка, да, скачет, то есть вот такими вот мазочками. Немножко вот на головешке добавила теневых, желто-охристых, на клювик наверх. Белилки с хинокридоном, даже таких вот немножко розовых оттеночков поставлю. Белилки с оранжевым, с неаполитанкой. Немножечко ставлю мазочков, таких вот прям довольно-таки светленьких. Но их не переборщите, то есть много не надо их ставить. Аккуратненько, чтобы добавить такой вот живости, яркости работе.
Немножечко их можно добавить. Также вот по головушке пройдемся. Видите, прям остаются такие вот мазочки, прям вот пастозно красочка, бортики такие, да, как я их называю. Границу смягчаю, то есть не оставляйте каких-то таких вот конкретных черных границ. Вот как, допустим, видите, под клювом вот это темное место, четкая граница, я ее потом разобью. То есть вот таких вот не надо. У нас получается перья, да, поверху такие вот они растрепанные, все такое мазочками, и вот это вот лишняя какая-то правильность, выписанность здесь ну, как-то вот она режет глаз. Блечок поярче добавила. Работаю одной и той же кисточкой. Глазик сделала покруглее. Светлых моментов вокруг глаза добавила, но не забываю то, что вот эти вот коричневые века, да, складочка, она то есть должна остаться. То есть получается у нас черный зрачок, потом небольшой ореол вокруг него светленький, потом вот это коричневым века, то есть вот такое вот наслоение, и потом уже пошла вот эта вот такая, как бы это капелька бежевая. Добавляю еще красной красочки. Чтобы красочка ложилась пастозно, да, оставалась ярко, протирайте постоянно кисть и помним, что чем больше у нас уже слоев, тем меньше нажим на кисть. То есть мы уже работаем аккуратненько, не сильно давим. Ну и смотрим, соответственно, по обстоятельствам. Вот где теневые, там я прям ну, как бы с усилием, не сильным, как бы в меру надавливаю, потому что теневые у нас пастозность, помним, не любят, да? И вот смотрю, добавляю, если пропадает теневая, я ее возвращаю, добавляю кое-где, где-то я ее перебиваю. И немножечко, вот прям на край кисточки, ну пастозно набираю белую красочку и кое-где таких вот свечения перышек покажу немножко. Но тоже все в меру. То есть он у нас должен быть все-таки не белый, а красный. Не переборщить с этим моментом. Главное вовремя остановиться. Коротеньких, маленьких мазочков. Так вот даже в теневой кое-где так. Ну, немножечко. Ярко-розовых инакридол с белилками. Еще повторю, вот здесь уже замазала, там все уже красным. Вот на груди перышки подрастрепала, красный фон попал. Пускай, даже специально сделайте так, чтобы так интересненько было. Чуть-чуть уменьшаю нижнюю часть клюва. Красненького тоже рефлексов на в теневую в эту. Все смотрю и добавляю как бы мазочков красненьких. Если смотрим какое-то такое скучноватое красное пятно, там добавляем, к примеру, оранжевого. Вот эти складочки прорисовала, оттеняю внизу. Более коричневых моментов каких-то на клювик, ноздричка. Сухой кисточкой вот так вот, видите, просто примакивая и вращая ее, делаю вот это вот, убираю эти резкие границы. Резкими движениями сухой кисточкой вот можно вот так вот подрастянуть, либо с красочкой немножко взять, как бы причесать его, да, чтобы на голове были направления перышек назад, как бы. И белилками вот здесь вот
на клюве покажу также немножко каких-то блечочков, светлых моментов. Белилки выкладываю пастозно. Также, где смотрю, прорабатываю теневые. Вот, посмотрите, какие, видите, около носика короткие волосенки. Вот такой глазик. Перышки. Довольно-таки пастозно. Фон такой вот мягенький, списанный, растушеванный. Вот теневые. Видите, теневые все-таки менее пастозно написаны, чем, допустим, оранжевые, красные. Да? Вот нижняя часть клюва, там есть и немножко неаполитанской, желтой, красненького немножко. Краешек клюва. Вот такой красавчик ара у нас получился. Выкладывайте свои работы, друзья. Очень приятно смотреть, когда вы рисуете, все получается. Спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, поддержите канал. А я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока.